Привет! Есть в Иерусалиме место, которое каждый год в августе становится центром празднования Успения Богородицы. И это немного странно, потому что если открыть карту, окажется, что гробница Богородицы находится совсем в другом месте, в Гефсимании, у подножия Элеонской горы. Так почему же тысячи паломников ежегодно поднимаются именно сюда, на Сионскую гору? Сегодня попробуем разобраться. За моей спиной базилика Дормицион. Название происходит от латинского «dormitio» – «успение», то есть «мирный сон». Именно здесь, по древней церковной традиции, Богородица завершила свою земную жизнь. Интересно, что слово «успение» появилось не случайно. В христианстве никогда не говорили, что Мария просто умерла. Использовали другое слово – «уснула». Это подчеркивало веру в то, что смерть не стала концом. В христианстве этот день считается не траурным, а радостным, так как символизирует переход Богородицы в вечную жизнь, ее воссоединение с Сыном, Иисусом Христом. Откуда вообще появилась традиция связывать это место с последними днями Богородицы? После распятия Христа, согласно Евангелию от Иоанна, Иисус поручил заботу о своей матери апостолу Иоанну. С этого времени ученик взял ее к себе. Евангелие не говорит, где находился дом Иоанна. Однако уже в IV-V веках христиане Иерусалима были уверены, что он стоял именно здесь, на Сионской горе. Именно поэтому сюда начали приходить паломники. Поднимаясь на Сионскую гору, базилику Дормицион невозможно не заметить. Она совсем не похожа на большинство храмов Иерусалима. Если не знать историю, можно подумать, что храм стоит здесь уже 1000 лет. Но на самом деле это одна из самых молодых больших церквей старого города. Кажется, что здесь что-то не сходится. Но стоит начать разбираться, и становится понятно, молодой здесь только сам храм. А вот место, на котором он стоит, хранит почти 2000 лет истории. Первое ощущение – пространство. Почти все иерусалимские святыни производят впечатление тесноты. Но вот здесь все наоборот. Мне всегда нравится остановиться прямо в центре и посмотреть вверх. Взгляд сам уходит к куполу. Никаких лишних деталей, ничего не отвлекает. Это очень необычное ощущение для Иерусалима, где большинство храмов буквально перегружены историей и предметами почитания. Но самое интересное находится не наверху. О нем многие туристы даже не знают. Справа от алтаря лестница ведет вниз, в крипту. Именно сюда приходит большинство паломников. Внизу совершенно другая атмосфера. Если наверху много света, то здесь царит полумрак. Посреди крипты лежит скульптура Богородицы. Она выполнена из вишневого дерева и слоновой кости. Вокруг горят лампады, а по кругу расположены 6 небольших капелл, посвященных народам, особенно почитающим Богородицу.
И вы знаете, независимо от того, насколько человек религиозен, это место производит очень сильное впечатление. Но возникает еще один вопрос. Если Богородица уснула здесь, почему похоронили ее в Гефсимании? По древнему преданию, после кончины апостолы перенесли ее тело через весь город в семейную гробницу у подножия Илионской горы. Именно там сегодня находится храм Успения Богородицы. Получается интересный маршрут. Последние часы жизни связывают с Сионской горой, а место погребения – с Гефсиманией. Поэтому паломники обычно посещают оба места. Одно без другого словно рассказывает только половину истории. И вот здесь у меня возникает вопрос, который интересует меня больше всего. Если базилику, современную базилику, построили только в 1910 году, что было здесь раньше? Первое святилище появилось здесь еще в IV веке, когда христианство перестало быть гонимой религией. И на Сионской горе появляется большая базилика, известная как Святая Сионская церковь. После его разрушения крестоносцы возвели новый храм, который был разрушен мамлюками. Позже ее назовут матерью всех церквей, но она переживет непростую судьбу. В 614 году Иерусалим захватывают персы. Храм очень сильно пострадал. К XIX веку здесь остаются лишь отдельные фрагменты стен и фундамента. И только в конце XIX века германский император Вильгельм II во время визита в Иерусалим получает этот участок земли в дар от султана Османской империи. Немецкие бенедиктинцы начинают строительство новой базилики. И в 1910 году появляется тот самый Дормицион, который мы видим сегодня. Каждая эпоха что-то разрушала, что-то перестраивала, а что-то просто засыпало землей. Поэтому сегодняшний храм – это буквально верхний слой многовековой истории. Получается интересный парадокс. Мы смотрим на довольно молодой храм, но стоим на одном из самых древних христианских мест Иерусалима. Под полом современной базилики скрываются остатки нескольких эпох – Византийской церкви, построек крестоносцев и еще более ранних сооружений иудео-христианской общины. Получается, что Дормицион – это не просто храм, посвященный Успению Богородицы. Это своеобразный слоеный пирог из 2000 лет истории, где каждое поколение строило свое святилище поверх предыдущего, стараясь сохранить память о месте, которое никогда не исчезало из христианской традиции. И именно поэтому Сионская гора остается одним из самых почитаемых мест для миллионов христиан. Не потому, что археологи поставили последнюю точку, а потому, что здесь уже почти 2000 лет продолжается память. И, пожалуй, именно память – самая удивительная достопримечательность этого места. Vergib uns die Sünden und reinigt